Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я вам предлагаю переместиться в Японию на винокурню, сакеварню, пивоварню Акаши Саке Брюери. Значит, это изначально это семейный бизнес. Изначально это была пивоварня в 1856 году. В 1917 они решили производить саке. А в 2018 году собственники решили, что надо диверсифицировать риски и начать виски и джин. Вот у нас есть образец джина под названием 135. Мы его отдельно продегустируем. И у нас есть два вида виски. Хатазаки. Хатазаки названо такое название в честь маяка. Значит, у нас есть бленд и pure malt. Мне чем очень интересна эта винокурня, тем, что я впервые, честно говоря, мы немного японских виски дегустировали с вами, это было Ника и Сантори, и мне не понравился ни один и ни другой, и вот Хатазаки. К чему? Бочки. Тут есть бочки из сакуры. Друзья мои, мне это стало настолько интересно. Я был на выставке, я познакомился с бренд-директором Миха Камацу. И она мне предоставила, я рассказал, что у меня есть канал, и она мне предоставила для дегустации два вида виски и один вид джина. И сегодня мы продегустируем. Значит, именно в бленде виски и есть эта бочка сакура. Есть экс-бурбон и херес, а также сакура. И это очень интересно, он 40-градусный. В Pure Malt тут все такое, менее, для меня, потому что сакура мне более интересна бочка. Здесь есть бочка Мизунара, которая это чисто японский дуб бочка, но также экс-бурбон и херес присутствует. Если Pure Malt это 5-6 лет выдержка, то сколько бленд, я понятия не имею. Еще проскакивала информация, но я точно сказать не могу. Когда мы с Михой разговаривали, она этот виски блендовый еще пару раз назвала бренди. И я не понял, то ли есть в составе виноград, то ли нету в сырье в самом, когда там ячмень, в этом составе. Может, я неправильно понял. Я написал e-mail, но мне не ответили. Поэтому, к сожалению, в интернете я не нашел, какая само сырье было для создания спирта. Начнем дегустировать, пробовать. Мы уже попробовали, как вы видите. Я уже, в принципе, знаю, кого я вам порекомендую. Но все на камеру расскажу, что я чувствую. Попробовали, нет, допиваем. Как раз тут осталось другу налить. Итак, первый у нас идет бленд, второй у нас идет Pure Malt. Бленд более светлый, и он даже какой-то такой да, это у меня был буклетик, но он не пригодился. Бленд даже более, я не знаю, он какой-то цвет такой интересный. Что не сказал, что Pure Malt, он не красится и не фильтруется. Про бленд я, по-моему, то же самое. По цвету у бленда какой-то интересный цвет. По градусам 46 это Pure Malt и 40 обычный бленд. Какой-то он красноватым оттенок такой именно у бленда. И такой интересный, знаете. В принципе, если его так налить отдельно, то ничего интересного, даже как какая-то газированная вода получается. А если вместе два стоят, то ты видишь разницу. Поехали. Маслянистость. Маслянистость, кстати, сейчас узнаем с вами. Не вижу я маслянистости, будем честны. Так, аромат. На самом деле такой приятный, сладкий, свежий аромат, без никаких там, без ничего сверхъестественного, но приятный, сладкий, свежий аромат. Как раз у Pure Malt у него есть что-то сразу же такая тебе, кроме сладости, бросается древесина, какой-то аромат древесины. И опять же, 46 градусов не бьют в нос абсолютно. То есть алкоголя не чувствуется ни в том, ни в том виске. Попробуем.
самом деле даже первый глоток, он отдается очень вкусно. И мне, я не знаю, какая у вас может быть цена на этот виски. На The Whisky Exchange в Британии я находил его порядка 30 фунтов. Поэтому, в принципе, это недорогой виски. Как для недорогого виски, очень приятный вкус для бленда. Интересный вкус. Вот пока его держишь во рту, я не сказал, что я делаю, 5 секунд продержал примерно во рту. Пока ты его держишь во рту, у тебя, ну вот, какое-то ощущение, что это цветение какой-то вишни, черешни. Вот такой вот вкус, точнее вишни, не черешни, вишни. Какой-то такой вот вкус с намеком сладкий, с намеком какой-то кислинки. Очень интересно, пока ты вот держишь его во рту эти 5 секунд. При глотке появляется вот сладко-кислое, но вот скорее это не медовое, это вот просто сладкий виски с оттенком кислинки такой. Кислинка, она как дополняет эту сладость. Это прекрасная кислинка. В принципе, если вот что касается послевкусия, а то уже начал. Что касается послевкусия, послевкусие сладкое. И вот, ну, может быть, знаете, может потому что я хочу почувствовать эту бочку сакуры. Вот мне кажется, что я ее чувствую. Что вот такой вот есть какой-то намек вот на какую-то вот вишню, какой-то вот сакуры, вот цветение. Я из сакуры ничего не пробовал, кроме аромат вдыхал цветение сакуры, не более того. Поэтому вот, ну, мне кажется, что есть какой-то оттенок вот этой вот бочки сакуры. И очень, вы знаете, как для 30 вот фунтов это очень вкусно. Что переходим к пурмолту. И, кстати, послевкусие до сих пор есть, то есть это средней длительности послевкусия. Виски не отталкивает, виски вот хороший. Мне понравился именно бленд. Что мы хотим от него? Я хочу почувствовать, понять бочку Мизунара, потому что бочка Мизунара это очень интересная бочка. Эта бочка стала использоваться в основном после Второй мировой войны, когда был запрет поставок бочек в Японию, и поэтому они начали искать свои какие-то бочки. И вот бочка Мизунара это очень сложная бочка, потому что этот дуб долго, долго японцы не могли ее сделать, потому что она как-то пропускала алкоголь, пиво пропускала, очень большими сложностями. И в итоге, когда сделали, виски получался очень невкусным. Но это я все читал на других сайтах, когда я вам готовил видео про бочки. И вот в какой-то момент потом обнаружили, что если виски удерживается порядка 20 лет в бочке Мизунара, это какой-то нереально вкусный виски получается. Я его пока позволить себе купить не могу, потому что там цена под 2000 евро за бутылку получается. Это 20-летнюю, это уже 40-летний виски выходит шотландский. Но мне, конечно, очень интересно попробовать. И если я где-то когда-нибудь вдруг мне улыбнется удача, я его попробую, я вам запишу и расскажу. Ну что, пробуем. И вот как раз Pure Malt, он жесткий. Как для 46 градусов это очень жестко. Ну, мы можем сказать, конечно, он молодой, да, там ему 5-6 лет, но глоток очень жестко происходит, такой жесткий. Сейчас продержу 5-6 секунд продержу и скажу вам, что происходит во рту и после вкуса. Все время, когда ты его держишь во рту, все время он жжется. То есть от начала того, как ты его начал, с первой секунды и до последней он жжет. И это вызывает, ну, такие не очень приятные. Вот у меня сейчас ощущение, что у меня весь язык как перцем красным посыпали. Есть намек бочки какой-то. Возможно, даже это бочки Мизунара. Это вот древесность такая, но она не такая ванильная, как мы привыкли от американской бочки это ощущать. При глотке у тебя получается опять же вот еще один удар алкоголя. Сейчас.
И, ну, получается, смотрите, удар алкоголя, глоток идет и ничего. И ничего, поэтому я вам скажу честно, что вот сейчас я еще дам другу за кадром, он впервые продегустирует эти два виски. Меня больше поразил и мне больше нравится именно бленд. Но самое... Вернулся к вам, друзья. Значит, смотрите, мы продегустировали, мы сравнили, и что сказал друг? Он сказал, что это у меня сейчас бленд в руках, и ему тоже понравился больше бленд, и я вам могу рекомендовать бленд. И он сказал красивую фразу, что от такой утонченной культуры, как Япония, хочется получать такие вот утонченные виски. То есть от бленда за такие вот, ну, небольшие относительно деньги ты не ожидаешь такого, что получаешь. Поэтому я вам могу посоветовать бленд Хатазаки, который выдерживался в бочках из-под сакуры. А в то же время Pure Malt нам не понравился. Это вам честно, я вам говорю честно, нам он какой-то крепкий, какой-то после того, как ты попробуешь этот бленд, ну, Pure Malt как-то ну, вообще не смотрится и даже рядом не стоит. Поэтому я вам советую всем, друзья, бленд. Это очень вкусно, и это очень интересно, особенно если помнишь, что это бочка сакуры, которую я как-то ощущаю, и мой друг тоже что-то подобие какое-то ощутил, и такая легкость, вкусность. Друзья, всем хорошего вечера, ставьте лайки, оставляйте комментарии, кто пробовал, особенно кто пробовал бленд, мне очень интересно. Ну, Pure Malt тоже мне интересно, может вам вы что-то нашли интересное, раскрытие. До новых встреч, прощаюсь с вами.